السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس جديد. فأول تدريب نقرأ ونترجم. Сегодня у нас новый урок и первое упражнение, как обычно, читаем и переводим. Первое. Я решил учиться в Германии. قررت أن أدرس في ألمانيا. قررت أن أدرس في ألمانيا. Книги в моей комнате. Комната будет у нас غرفة. غرفة. ممتاز. У нас должно получиться الكتب في غرفتي. الكتب في غرفتي. Ты решил поехать в школу? هل قررت أن تذهب إلى المدرسة؟ هل قررت أن تذهب إلى المدرسة؟ Отлично. Давайте рассмотрим другие предложения, используя частицу أن, предложение с двумя глаголами. Давайте используем глагол يحب. Как вы помните, глагол юхиббу переводится как «любить», да? А если точнее, он любит. Значит, «я люблю» будет «ухиббу». Давайте скажем такое предложение. «Я люблю ходить в мечеть». Но хотелось бы дать вам возможность попробовать перевести данное предложение. Переводим. Давайте рассмотрим его. «Ухиббу ан». Еще раз напомню, я люблю ходить в мечеть. «Ухиббу ан азхаба». Не забываем, здесь у нас фатха. «Ада азхаба иля аль-масджид». «Ухиббу ан азхаба иля аль-масджид». Аль-масджид, допустим, потому что это какая-то определенная мечеть. Я говорю о какой-то определенной мечети. «Ухиббу ан азхаба иля аль-масджид». Дальше. Ты любишь ходить в школу? Ты любишь ходить в школу? هل تحب أن تذهب إلى المدرسة؟ هل تحب أن تذهب إلى المدرسة؟ Отлично. Далее мне бы хотелось бы рассмотреть очень важный глагол, который очень часто используется в предложениях с двумя глаголами. Итак, это глагол у нас в прошедшем времени. Арада, юриду. Помним, да? Все в третьем лице. Ляхуа. Значит, арада – он хотел, юриду – он хочет. Глагол «хотеть». Давайте рассмотрим спряжение данного глагола. Итак, рассмотрим спряжение данного глагола в прошедшем времени. Если в настоящем времени все будет достаточно просто, то в прошедшем времени мне бы хотелось бы не просто вам показать это спряжение, но еще и объяснить его. Итак,
Обратите внимание, что в глаголе арада после ро у нас стоит фатха. Простите, не фатха, а алиф. Алиф. Ара. И по правилам спряжения мы должны поставить сукун на буковку дель. Д, а потом ту, да? Ара, д, ту. В правиле есть такое правило, да, в арабском языке, что два сукуна не могут стоять рядом. Два сукуна не могут стоять рядом. И что же здесь происходит? Давайте посмотрим. Значит, у нас идет алиф. Условно буковки, которые мы так называем, играют роль длинных гласных, да, условно они все стоят сукуном. Сукуном. Это алиф, вау и яй. Итак, у нас алиф стоит сукуном, и на даль мы ставим сукун по причине спряжения. Что здесь происходит? Здесь мы должны выбрать сильную букву и слабую букву. Всегда слабыми буквами в данном случае будут алиф, вау и яй. Поэтому слабую букву мы просто удаляем. И в итоге у нас получается ародту. Ародту. По этой причине у нас алиф здесь пропадает. И когда мы с вами рассмотрим спряжение, ана, смотрите, ародту, я хотел или я хотела. То же самое здесь происходит. Энте, ародта, алифа нет. Энти, ародти, алифа нет. Получается, энте ародте, ты хотел. Энти ародти, ты хотела. Хуа арада. А здесь алиф возвращается. Почему? Потому что даль получил фатху. По этой причине у нас получилось арада. Хия арадет. Хия арадет. Отлично. Далее, антума. Антума ародтума. То же самое, алиф пропадает, потому что даль получает сукун. Гума арада для мужского рода. Гума для женского рода. Арадата. Далее. Нахну арадна. Антум арадтум. Антунна арадтунна. Гум араду. Гунна арадна. Арадна. Здесь, как вы видите, есть опечатка, да, назовем ее так, или ошибка. Это гунна. Посмотрите внимательно. Должен ли быть здесь алиф? У меня к вам вопрос. Алиф. Вы только что разобрали правила. Теперь, будет ли здесь стоять алиф? Нет, конечно, его здесь быть не должно. Поэтому в тетрадках здесь обязательно уберите алиф, да? Гунна ародна без алифа. Итак, задание вам. Вы должны, во-первых, переписать обязательно в тетрадке, составить предложение с глаголом арода в прошедшем времени и самостоятельно выполнить спряжение в настоящем времени. Что касается настоящего времени, то там никаких изменений не будет. Будет просто меняться первая буковка, буква спряжения. Итак, давайте рассмотрим примеры. Самые простые примеры, да? Уриду. Уриду туфах. Переведите. Конечно. Я хочу яблоко. Если было бы в прошедшем времени, вы бы сказали верно. Аратту туфах. Далее.
هل تريد الكتاب? Допустим, я нахожусь в магазине, в книжном магазине, и мне задают вопрос. هل تريد الكتاب? То есть ты хочешь эту книгу, да? Или в значение ты будешь брать с таким смыслом, ты будешь брать эту книгу, да? Масалян. Или, допустим, кто-то, да, спрашивает у меня касательно какой-то определенной книги. هل تريد الكتاب? هل تريد الكتاب? تمام. أريد أن أذهب. Ага. أريد, я хочу, أن أذهب, пойти, إلى المسجد الآن. Что такое الآن? Кто помнит, переводится как сейчас. الآن. أريد أن أذهب إلى المسجد الآن. Допустим, кто-то уже собрался, да, и он уже хочет прямо сейчас пойти в мечеть. Он говорит: أريد أن أذهب إلى المسجد الآن. Давайте разберем вот такое интересное предложение. Атуриду. Атуриду. Что такое а? А – это то же самое, что и халь. В некоторых случаях мы можем встретить в некоторых случаях мы можем встретить халь. Одинаково. Ахада туфах или же халь хада туфах. Атуриду. Туриду у нас спряжение для второго лица. Атуриду получается хочешь ли ты? Смотрите, внимание, здесь у нас глагол дараба. Обратите внимание, что у нас тадриба все равно присутствует фатха, и далее добавляется ни. Как вы помните, к этому глаголу могут добавляться слитные местоимения. Когда речь идет меня, мы добавляем еще нун, да? Ни у нас идет окончание. Не просто и, а ни. Будьте внимательны. Итак, тадриба ни. Атуриду ан тадрибани? Атуриду ан тадрибани? Атуриду ан тадрибани? Ты хочешь ударить меня? Атуриду ан тадрибани? Отлично. Далее мы с вами переходим ко второй части, а это к нашему тексту, да? К нашему рассказу. Читаем вместе. كان ابن حسن ولدا كسولا يحب اللعب كثيرا ويكره العمل وكانت أم الولد تخفى عن زوجها حال ابنها الكسول. عرف حسن أن ابنه يضيع وقته في اللعب واللهو. قرر حسن أن يعلم ابنه ويؤدبه. Отлично, мы остановились здесь. Мы разобрали с вами глагол «каррара» и, в принципе, остановились. Итак, следующее у нас идет это «ан». «Ан», обратите внимание, «ан». «Юаллима», данный глагол выписан ниже. Здесь у нас, посмотрите на стрелочки, да, очень внимательно. У нас идет глаголы, два глагола. Ан юаллима, первое, обязательно ставим фатху, да, потому что ан стоит. И далее через вау, ва. Еще обратите внимание, что когда вы читаете тексты, допустим, в газете, да, и так далее, ва, да, предлог ва, он стоит
фактически слитно, да, очень близко. То есть не подумайте, что ва юаддибаху это какое-то одно слово, да, то есть ва это есть и, юаддиба это уже глагол. Юаддиба тоже стоит фатха. Юаллима, юаллиму в прошедшем времени это глагол алляма, переводится как обучать. И ключевым здесь является это именно шадда, потому что только с шаддой он получает значение обучать. Глагол же юаддибу в прошедшем времени аддаба переводится как воспитывать. Аддаба. Получается, он принял решение, что сделать? Обучить ибнаху, его сына, и дальше что сделать? И воспитать его, да? И воспитать его. Давайте рассмотрим примеры, да? С глаголом алляма. Например, сауаллимукум. Сауаллимукум аль-лугата аль-арабия. Син здесь у нас говорит о будущем времени. Глагол алляма, спряжение для ана. Уаллиму. Сауаллимукум. Кум в значении вас, да? Я обучу вас аль-луга. Луга это у нас язык. Аль-лугатуль арабия. Арабия арабский. Поскольку у нас луга женского рода, поэтому арабия. Не забываем там марбуту. سأعلمكم اللغة العربية. Обратите внимание, здесь у нас глагол аддаба. В настоящем времени мы видели формулу, да, юаддибу. Все точно так же, просто у нас по спряжению, да, мы вместо яй ставим сюда алиф. И у нас получается уаддибу. Уаддибу ибни. Сауаддибу ибни. Я воспитаю своего сына, да? Сауаддибу ибни. Возможно, мальчик провинился, и родитель говорит, что я воспитаю его, да? Сауаддибу. Не в значении, что я буду воспитывать, а в значении, что я преподам ему урок, из которого он получит какую-то мудрость, да, для своего воспитания. И, как обычно, домашнее задание. Переводим. Первое предложение у нас. Я хочу пойти в больницу сегодня. Я хочу купить книгу в магазине. Я хочу знать арабский язык. Отлично. Не забываем. Спряжение, да? У вас домашнее задание. Это спряжение настоящего времени. Составить также предложение с глаголом арода в прошедшем времени. Далее перевести предложение. И, конечно, чем больше будет практики, тем лучше. На самом деле, да, те знания, которые вы уже получили из тех уроков, которые на данном канале, или, может быть, еще дополнительно вы где-то занимаетесь, это на самом деле очень здорово. Я уверена, что те, кто занимаются, они, находясь, допустим, в арабской стране, они смогут объясниться, что-то узнать, что-то спросить. И самым главным, конечно, ключевым является это в том, что вы не должны стесняться говорить. Это очень важно. Это ключевое. Или же сомневаться сами в себе. Это очень важно. Потому что бывает так, что человек, он говорит с ошибкой, но он говорит с уверенностью. Люди его понимают. А человек, который говорит абсолютно правильно, грамматика прям отлично, но при этом он настолько сомневается и говорит неуверенно, люди не могут его понять. Вот такое бывает. Поэтому желаю вам хороших уроков и ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.